Чтобы сделать такой браслет, берем стретчевую нит-резинку длиной примерно метр и толщиной 0,8 миллиметров и бусины натурального розового кварца свободной формы. Нанизываем бусины на резинку, чтобы у нас получился обхват запястья чуть больше. Потому что браслет впоследствии стянется, и чтобы он не давил, нужно где-то сантиметр-полтора больше сделать. Так, дошли до отметки. Теперь завязываем узел. Делаем 3 витка. И второй узел делаем 2 витка. Это специальный узел для стретчевой нити резинки. Очень прочный, надежный. И затягиваем, подтягивая 2 нижних. Так, и 2 верхних поочередно. Не слишком сильно тянем, чтобы не порвать резинку. У нас должен получиться круглый узелок. Берем клей, капаем немного клея на узел. Лишний край отрезаем. И наезжаем соседней бусиной на узелок с клеем, чтобы узелок получился внутри бусины. Все, его не видно. Теперь дальше нанизываем бусины. Пять бусин. Отсчитываем 5 бусин, уже нанизанных, и в шестую продеваем иголку с резинкой. У нас получилось еще одно звено. Снова нанизываем 5 бусин. Так мы начинаем делать второй ряд браслета. Рядов у вас может быть сколько вам нравится. Пять бусин нанизали, отсчитали. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую протягиваем иголку. Подтягиваем резинку, чтобы была плотной. Но не перетягиваем. Старайтесь не перетягивать, чтобы браслет потом не давил. И чтобы резинка не была в натяжении. Потому что если резинка постоянно будет находиться в лишнем натяжении, она будет терять свою эластичность. Нанизали 5 бусин и в шестую прошили. Вот уже почти половину. Пять бусин и в шестую 1, 2, 3, 4, 5 и в шестую протянули иголку. Теперь немножко нужно подтянуть, но не перетягиваем. Так. Нанизываем следующие 5 бусин. Весь браслет будет сделан так,
5 бусин нанизываем и в 6 протягиваем. Единственное отличие будет в местах перехода от одного круга к другому. И в 6 протягиваем. Бусины стараемся брать ну, как бы одинаковое количество крупных и мелких. Так, один ряд мы закончили. Теперь нужно переходить к 3-му ряду. У нас получилось звено, в котором есть центральная бусина. Она по счету 3-я. То есть из 5 бусин центральная это 3-я. И нам нужно сделать так, чтобы следующее звено было закрыто на этой 3-й бусине. То есть в 3-ю бусину мы будем продевать иголку. Нам нужно сделать звено и 3-я бусина продевается. Смотрим следующее звено. Нанизываем снова 5 бусин. Смотрим следующее звено. Смотрим эти 5 бусин и в 3-ю снова продеваем в 3-ю. Закрыли звено. Итак, каждое звено в 3-ю мы будем продевать. Следующие 5 бусин берем. Смотрим следующее звено. Отсчитываем 3-ю бусинку среднюю. И закрываем звено. Берем снова 5 бусин. Смотрите по размерам. Если бусины разных размеров и достаточно разных, то есть одни намного больше, другие намного меньше, то начиная браслет с крупными бусинами и закончив его мелкими, у вас получится неровный браслет, ну, не такой красивый. Берите приблизительно одинаковое количество мелких и больших бусин. Делается это на глаз. Если сложно, может быть, там задумались и сделали сначала большие, потом мелкие. Чтобы такого не было, можно их разбросать как бы в 2 кучки.
А еще очень красиво получается, когда сначала идут 2 мелких, из 5 бусин идут 2 мелких, одна большая и 2 мелких. Вот тогда очень симпатично. Тогда получается, вы продеваете каждый раз большую бусину. Третий ряд закончили. Можете на третьем ряде остановиться. Если вы хотите шире браслет, продолжаем. Нанизываем 5 бусин. Смотрим следующее звено. Продеваем третью бусину. И продолжаем точно так же, как мы плели весь браслет. Берем 5 бусин и продеваем в третью бусину следующего звена. Это у нас уже идет 4-й ряд. Такой браслет, конечно, чем толще, тем красивее. Так. Переходим к следующему ряду. Уже красиво, но мы решили сделать еще один ряд. Нанизываем 5 бусин и продолжаем делать браслет. Смотрим следующее звено. И в середину протягиваем иголку. В среднюю бусину. Такой браслет именно из розового кварца, скорее всего, самый красивый. Если сравнивать с другими камнями, например, с аметистом или с бирюзой, из розового кварца получается очень красивый браслет. Дошли до конца ряда, и теперь нам нужно закрыть. Мы увидим там промежуток, как бы увидим, где не достает, явно не достает камешков. И нужно будет это место закрыть. Вот. И чтобы его закрыть, мы добавляем камни и делаем последний итог.
завязываем узел. Делаем один виток, второй виток, третий. Теперь делаем второй узел над первым узлом, один виток и второй виток. Затягиваем аккуратно, не рвем резинку, а по чуть-чуть подтягиваем снизу, сверху, снизу, сверху. И так вот у нас затянется кругленький узелок. Лишнее отрезаем. Берем клей, капаем каплю на узелок. И наезжаем соседней бусиной на этот узелок. Он приклеится и не будет вылезать, и не будет виден. У нас образовалась свободная часть резинки. Нам нужно ее обратно вернуть в браслет, потому что мы тянули для завязывания узла. Теперь мы возвращаем, подвигаем бусины и даже уже проходим внутрь, то есть во второй ряд. Вот так вот, пройдясь по кругу, подтягивая, и все, и уже резинка на месте. Вот так он легко надевается, легко снимается. Вот такой красивый получается браслет из 5 рядов розового кварца натурального на стречевой нити резинки. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока.